Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. В сегодняшнем видеоролике я вяжу сумочку из карамель Дольче. Для меня это первый опыт. Новая пряжа. Пряжа немножко тоньше, и полотно получается не такое плотное, как при вязанию обычной карамелью. Нить 4 мм, в 100 метрах 200 грамм. Цвет бискотти. Я приготовила 2 мотка пряжи, бамбуковые ручки. Подойдут любые ручки с хотя бы одним прямым основанием, будь то полукруг, как у меня, квадрат, прямоугольник или трапеция. 4 маркера, ножницы, крючок 4,5 мм. Все необходимые ссылки, а также ссылку на продавца-производителя нужных материалов и инструментов я оставляю под этим роликом в описании. Сюда и под видео также прикрепляю свой промокод на скидку. Приступим к работе. Для начала я подготовлю ручку. Ровную часть ручки, которая будет пришиваться к основному полотну сумки, мне необходимо обвязать. Подхватываю петлю, край нити пускаю для ввязывания в полотно, подхватываю рабочую нить и обычными столбиками обвязываю ручку столько, сколько поместится. Петли не перетягиваю и не провязываю очень свободно. Для того, чтобы пряжа полностью закрыла ровную часть ручки, которую я обвязываю по всей длине, столбик за столбиком до конца. У меня получилось ровно 21 петля. Я отрезаю нить с небольшим запасом, так как вяжу с полиэфирного шнура, обязательно опаливаю край. И прячу сейчас кончик с помощью более тонкого крючка. Вытягиваю и увожу нить по задней части. Так выглядит заготовка ручки. То же самое проделываю и со второй ручкой и откладываю их в сторону. Далее набираю цепочку из воздушных петель, край нити перед работой. Сейчас количество воздушных петель заложит прямоугольное дно. И вот на длину цепочки из воздушных одна сторона будет отличаться от другой по размеру в этом прямоугольнике. Мне нужно 21 воздушная петля. Также в этой модели сумки можно связать и овальное дно, но мне кажется, прямоугольное смотрится поинтересней. У меня сейчас 21 точка для провязывания. Вставлять крючок я буду в заднюю перемычку, вот в эту петлю. Итак, первую пропускаю, она у меня 21. Далее начинаю провязывать соединительные. Поочередно в каждую до конца ряда. Так как первую я пропустила, 20 соединительных необходимо провязать. Теперь распускаю узелок начала и перехожу на круговое вязание. Хорошенько подтягиваю в ту же точку, куда была провязана последняя соединительная, я провязываю 1, 2 и 3 столбик без накида. Тем самым поворачиваю. Далее продолжаю вставлять в крючок в точки за обе дужки кромочной косы и вязать столбики без накида до конца ряда, то есть до следующего поворота. Вот здесь. В повороте первого ряда аналогично этой стороне провязываю в одну точку 3 столбика, подхватывая обе дужки кромочной косы. Итак, первый столбик, в эту же точку второй, и сюда же последний третий, делая полноценный поворот. Готово.
Далее продолжаю ряд за обе дужки кромочной косы, столбики без накида. До того места, где у меня край начала вязания. Кончился первый ряд. И сейчас я намечу точки, в которые буду делать добавления, чтобы сформировать четкий прямоугольник. Вот они, 3 столбика, которые были провязаны в прошлом ряду в одну точку. Я намечаю первый и третий. В эти точки буду провязывать по 3 столбика в каждую. С этой стороны то же самое. На вершине одна. И по обе стороны от нее намечаю точки. Здесь и здесь. Углы моего прямоугольника. Итак, удаляю первый маркер. Край начала нити сейчас буду ввязывать в полотно. И в маркированную точку провязываю 3 столбика в одну точку, формируя угол. Вторая и третья. Готово. Далее точка без маркера, просто столбик без накида, один в одну точку. И далее тоже была маркированная петля, в нее провязываю сразу 3 столбика, делая добавление. Сейчас вяжу до следующего маркера. В каждом маркере провязываю по 3 столбика в одну точку и завершаю ряд. У меня сейчас провязано 2 полных ряда. Обращаю ваше внимание, у меня нет соединения рядов, потому что я вяжу по спирали. В следующем ряду добавление, то есть по 3 столбика в одну точку я буду провязывать в те точки, которые маркирую. Здесь 3 столбика в одну точку между первым и вторым. Далее здесь 3 столбика в одну точку, точно так же между первым и вторым. Еще раз, вот они, нахожу 3 столбика в одну точку, между первым и вторым столбиком вставляю маркер. И с этой стороны то же самое. Край начала я забыла ввязать в полотно в прошлом ряду, подхватываю его в этом ряду. Итак, в текущую точку уже у меня добавление. Первый столбик, второй и третий. Далее столбики до следующего маркера. Но здесь уже можно маркировать между первым и вторым столбиком добавления. В следующем ряду будет точно так же 3 столбика в одну точку. Продолжаю вязать по спирали ряд за рядом необходимый размер изделия. У меня сейчас заканчивается последний 4-й ряд от центра. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 во все стороны. И для перехода на основное полотно и далее на узор мне необходимо количество петель кратное 4. Это важно. Я пересчитываю свои петли. И у меня последнее добавление. Я добавлю не 3 петли, а 2 петли, чтобы у меня оказалось 72 петли в круг. То есть одно добавление я не доделываю для того, чтобы выйти на кратное 4 количество петель. Вот она точка между первым и вторым столбиком добавления прошлого ряда. Я провязываю 2 столбика в одну точку. На данном этапе это донышко моего изделия. Имеет прямоугольную форму и его размеры порядка 23,5 сантиметров на 8 сантиметров. Сейчас я перехожу к вязанию стенок. Стенки вяжу по спирали столбиками без накида. Крючок вставляю за обе дужки кромочной косы.
и продолжаю по кругу ряд за рядом без добавлений и убавлений. Еще раз напоминаю, 72 петли в круг у меня. Можно добавить лишнее, можно провязать еще один ряд, но независимо от размера донышка, от его формы, количество петель должно быть кратно 4. На этом этапе у меня 14 рядов. Маркером отмечено последнее добавление. И здесь закончился моток пряжи. Я ввожу новый. В очередной раз вставляю крючок в точку для провязывания, подхватываю уже новую нить. И провязываю с помощью нового мотка следующий столбик без накида. Обе нити конца и начала подтягиваю и ввязываю их в полотно. Таким образом, без узлов и сшиваний соединяю 2 клубка по полотну. Это тоже будет незаметно. Продолжаю вязать. Я думаю, порядка 2-3 рядов мне будет достаточно. И перехожу на другой узор полотна. У меня заканчивается 16 ряд без добавлений. Начало-конец ряда приходится на угол прямоугольника, но я немного не довязала. Сейчас я в центре по короткой стороне прямоугольника по дну и жестко пополам складываю изделие. Глубина изделия по стенкам около 14 сантиметров. И это полезная глубина сумки. Закрытая ее часть. В следующую точку, она приходится ровно на центр, я за дальнюю полупетлю провязываю соединительную, переходя к обвязке края. Дальняя полупетля захватывается только и протягиваю сразу в петлю на крючке. Так по кругу до окончания ряда. Круг обвязки провязан. Здесь в точке начала я делаю накид, вставляю крючок за обе дужки кромочной косы, вытягиваю петлю и провязываю вместе основание столбика с одним накидом. Потом 1, 2 петли подъема и 1, 2, 3 петли элемента узора. Далее накид, пропускаю 1, 2, 3 точки в 4-ю за обе дужки, провязываю столбик с одним накидом. Готово. Далее снова 1, 2, 3 воздушных, накид, 1, 2, 3, 4-ю точку, столбик с одним накидом. Получаются квадратные или прямоугольные ячейки. Так продолжаю по кругу. Снова 3, потом пропускаю 3 по низу, провязываю столбик с одним накидом и так далее. Последние 3 воздушные и соединяюсь в угловую точку первой ячейки квадрата. Тоже за обе дужки кромочной косы. Соединительная. Далее накид. В эту же самую точку вытягиваю петлю и провязываю все вместе. Далее 2 подъемные и 3 как элемент узора. Готово. Далее накид, вставляю в основание столбика предыдущего ряда за обе дужки кромочной косы, провязываю столбик с одним накидом. Получается ячейка над ячейкой. Повторяю ряд за рядом. Снова 3 воздушные, накид в основание
Узор вяжется необходимое количество рядов на необходимую глубину изделия. Я провязала 5 рядов секциями. И теперь перехожу к обвязке края, чтобы подготовить его к пришиванию ручек. Столбики без накида по 3 в каждое окно. Третий. Далее в точку основания столбика за обе дужки. И снова 3 столбика в окошко. Так обвязываю до конца ряда. Я уже наметила точки для пришивания ручек. 21 петля, соответственно, по полотну и по обвязке ручки. Сейчас они пришьются друг напротив друга. Предварительно я все рассчитала и отцентровала. После ряда столбиков перехожу к ряду соединительных. За обе дужки кромочной косы ввожу крючок и прохожусь соединительными по кромке изделия. В точках, намеченных маркерами, буду пришивать ручку. Удаляю маркер и, соответственно, вставляю крючок уже в 2 точки. Одна по ручке в обвязку за обе дужки кромочной косы, другая в полотно сумки. Протягиваю и та же самая соединительная. Так далее. Точка по ручке, по полотну сумки и соединительная. Пришиваю одну и вторую ручку. Заканчиваю обвязку соединительными в конце ряда. Отрезаю нить с небольшим запасом, опаливаю край и прячу кончики. Закончить ряд можно имитацией петлей соединения. Ввожу крючок в первую косу обвязки, увожу нить туда и возвращаю в исходную точку на изнанку. Мои сумочки получились миниатюрные, но в то же время очень вместительные. Глубина изделия порядка 27-28 сантиметров. При эффективной закрытой глубине 18-19 сантиметров. Ширина 31 сантиметр. Изделие прекрасно смотрится с любой формой ручки, которая имеет прямую основу хотя бы с одной стороны. Очень вместительная, поместит кошелек, мобильный, ключи и даже небольшую бутылочку воды. Компактная и стильная. Остаток пряжи около 120 грамм от 2 мотков, то есть общий расход 280 грамм на одно изделие указанной мною пряжи. Напоминаю, ссылка в описании. Из остатка пряжи получится прекрасный плечевой ремень. Любого узора вязки, на ваш выбор. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!